Меня зовут Татьяна, я с города Харькова, мне 43 года, я третий раз в программе участвую и уже ждем малыша. У меня была первая Китай, была страна, я абсолютно все кушала, у меня не было ни токсикоза. Где-то ближе к 30-й неделе появилась изжога только, и такая сильная была изжога. И все, больше никаких у меня не было. Анализы были хорошие, все было в порядке. Со второй у меня был Израиль. Там, конечно, по еде было очень тяжело. Очень тяжело. И мне, кроме рыбы, я больше ничего не видела, и мне больше ничего не хотелось. И не могла я даже кушать ничего. Не то, что там я старалась там мясо кушать, потому что нужно все-таки для организма, там старалась пихнуть там любые какие-нибудь там изделия, что-то там придумать как-то. Но рыбу я ее видела днем и ночью. Это рыба для меня. Вот это с едой, да, была проблема. Немножечко был токсикоз у меня во второй программе, и то буквально там до 12-16 недель. Потом прошло, изжоги не было. Вот сейчас у меня третий раз тоже Китай. И кушаю я все абсолютно. Нет у меня такого, что что-то мне хочется, что-то мне не хочется, или там не идет. Абсолютно все кушаю. Но изжога вот уже начинает появляться. Хотя вот не такой прям большой срок, как в первой программе было. Было ли что-то, что тебя больше всего удивило в процессе суррогатного материнства? Ну, чего ты не знала или не ожидала? Ну, я перед тем, как идти в программу, в первую, да, я вообще не понимала, что это такое, как это будет происходить и как это все делается. То, что там в интернете много вычитала. Вот. Когда я приехала на первичный осмотр в первой программе, мне девочки на ресепшене и медсестры мне все рассказали, все просто разложили по полочкам, как говорится, пожевали, положили в рот и помогли мне проглотить, чтобы я все понимала, чтобы я не переживала, там не думала, там, потому что у нас же народ разный, рассказывает всякое, там, оно уж в голове откладывается. Из этого я очень много узнала, все, большинство, как все происходит, это узнала в клинике, как происходит, от и до. И я перестала переживать, я абсолютно нормально себя чувствовала, и шла я в программу, все понимала, все знала. А есть ли у тебя, возможно, какие-то свои ритуалы или особые практики, которые помогают тебе оставаться вот в гармонии с собой, в спокойствии во время программы? Ой, я даже не знаю. Это, наверное, у каждого по-разному происходит. Тут главное, какой настрой, прежде всего, очень играет. Я, допустим, отношусь к беременности, как к своей. Не отличаю абсолютно, нет у меня различия никакого. Даже могу сказать, я более ответственнее отношусь. Почему? Потому что эта ответственность, все-таки чужой детеныш. Со своими я там могла там пропустить что-то там, не сделать там, то здесь совершенно по-другому, более щепетильно. А ритуалы какие? Таких у меня ритуалов особо нет. Я как-то без этого справляюсь. Бывает у меня, перед тем, как ехать в клинику, я не убираю, ничего такого не делаю. Вот у меня чего-то не знаю почему именно, у меня такой ритуал, я ничего не делаю. А что бы ты хотела, чтобы люди знали о суррогатном материнстве, что часто остается за кадром, чего они не знают и не подозревают? Прежде всего, у нас народ очень разный. Есть люди, которые просто не знают и не хотят знать. Они отложились в своей голове там какой-то негатив по этому поводу. Я считаю, что в этом ничего нет страшного или я наоборот за такое, потому что есть люди, семьи, которые там очень хотят деточек. У них, к сожалению, не получается по медицинской или еще по каким-то там обстоятельствам. У всех разные обстоятельства. И они стремятся. А что такое семья? Семья, это дети еще прежде всего. Мама с папой хорошо, но что за семья без ребенка?
Ну, вот. И некоторые, конечно, заменяют там животными, там, но это не то, абсолютно не то. И я считаю, что если есть такая возможность помочь таким родителям, семьям таким, вернее, и суррогатное материнство, то я за руками и ногами. Потому что ну, на данный момент это ну, выход просто с очень больших проблем, можно даже сказать. Это же проблема, это же не то, что там, это даже глобальная проблема, у которых нет деток. И люди разводятся там, ну все бывает в жизни, да, но я думаю, что людям надо просто больше читать, открывать интернет, если им это не понимают, они там, или спросить у людей, которые могут подсказать это все. Литературу, да, даже у той суррогатной мамочки, расспросить у нее по-нормальному, по-человечески, а не оскорблять там ее, не говорить там, что там, мы там продаем своих детей там или еще там что-то там. Ну, вот, ну, больше читать, узнавать, больше чтобы информации было. А когда ты шла в программу, ты знала, что биологически ребенок тебе не принадлежит? Да, я прочитала, как это делается. Сейчас в интернете сейчас информации полно, любой причем. Не на одном сайте, так на другом сайте, там сайтов можно читать годами. Ну, вот, было бы желание только. И из-за этого я знала, что, но я просто не чуть-чуть, знаете, как когда читаешь это одно, а когда говорят тебе и рассказывают, это совершенно другое. Просто, знаете, как вот говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Из этого. Танюш, на твое усмотрение, какое изменение, на твой взгляд, возможно, следует все-таки внести в законодательство или общественное мнение о суррогатном материнстве? Ну, я считаю, что это нужно обязательно разрешить, суррогатное материнство. Я знаю, что во многих странах это запрещено, и там даже проблема. И я считаю, что нужно разрешить обязательно, и наоборот, государству помогать в этом, развивать, чтобы было больше возможностей и родителям стать родителями, парам, вернее, стать родителями, потому что я понимаю, что это не дешевая процедура, это дорого стоит. Не каждый себе, даже кто хотел бы, может позволить себе. Может быть, какие-то там, к примеру, там кредиты открывать под какие-то минимальные проценты, чтобы могли пары стать родителями. Я так вот считаю, что нужно, наоборот, помогать и содействовать в этом.